Подлудили крылышко. Все теперь хорошо. Можно даже приткнуть фонарь, чтобы было видно. Вот так. Фонарь стоит у нас. Как видите, зазор отличный. Все хорошо. То же самое здесь. Вот так арочка получилась. Теперь вот если смотреть на нее, она абсолютно ровная здесь. Кантик, все поправили, все по линии. У меня старый обломок бампера, он вот в этом месте целый. Вот. Мы его даже вот так можем приткнуть. Вот так вот. И убедиться, ну, одной рукой неудобно, там не прилегает немножко. Но суть в том, что у нас, как говорится, линия по бамперу все совпадает четко. Так что теперь наша задача какая? Вот здесь несколько точек еще поправил. Все-таки пока грел горелкой, немножко плоскость ушла. Ну, совсем незначительно. И теперь наша задача вживить вот эту деталь. Но предварительно отрежем, как я уже говорил, вот так и вот так. Чтобы вот это вот мясо все разровнять. И самое главное, чтобы нам можно было выровнять вот этот низок весь. Здесь у нас уже все хорошо, более-менее нормально. Тем более это скрытая полость. Тут идеально, во-первых, и неудобно делать, а во-вторых, и ни к чему это. Так что здесь все нормально, в порядке. Так что сейчас режем и пробуем вживить вот эту часть вот сюда. Начнем сварочные работы производить. Пора уже заканчивать с этим крылом, а то мы и так с ним возимся 2 дня уже почти.
В общем, закончили мы делать Сузуки. Вот так у нас все получилось. В принципе, ровный зазор. Здесь не обращайте внимания, потому что здесь зачищено, поэтому теневая граница. По факту у нас по фонарю идет все ровненько и хорошо. Задний зазор ровный. Здесь только клипса не стоит на бампере. По кантику тоже мы видим, все хорошо получилось. Здесь оловом мы вообще прекрасно все подровняли. И стоит в защелке очень все хорошо. По фонарю с крылом здесь, здесь чуть-чуть немножко больше зазор, где-то миллиметр. Разница тут где-то миллиметр, а здесь миллиметра 2. Но если мы пойдем посмотрим на эту сторону машины, мы увидим то же самое. То есть зазор у нас точно одинаковый. Вот здесь 2 миллиметра, здесь 1 миллиметр. То есть, вероятнее всего, это так и должно быть. Дверь у нас открывается и хорошо закрывается. Так что можно звонить клиенту и отдавать машину. Пусть они ее красят, доделывают. Здесь тоже, видим, у нас все в плоскости получилось. И так, и зазор ровненький выровнялся. Единственное, что вот здесь облупилась краска в процессе вытяжки. Она и была здесь треснута, но теперь облупилась сильнее. Но сюда мы лезть не лезли, ничего не делали, поэтому как бы тут уже к нам претензий никаких не будет. В общем, все, ребята. Машина готовая. Крыло было непростое на самом деле. По-хорошему его надо было менять. В связи со всякими разными обстоятельствами нам пришлось сделать эту машину. Так что всем пока. До свидания. До новых видео.